Всем привет, это Иван Жданов, и очередная сводка новостей. Сегодня 8 апреля и 44-й день войны. Жириновского прокатили на лафете, Пинк Флойд записала песню в поддержку Украины, а Песков проговорился о потерях российской армии. Продолжаются напряженные бои в районе Изюма и в Мариуполе, пока весь мир поддерживает украинцев оружием и деньгами. Потому что просто невозможно не поддерживать Украину в этой ситуации, после того, что сделали российские войска, например, в городе Ирпень. Тактическая пауза продолжается. Россия перебрасывает войска и даже пытается восстановить железную дорогу из Купянска в Изюм, чтобы быстрее доставлять грузы и технику. Российские части пытаются пробиться в сторону Барвенкова и в район Славянска. Восточнее продолжается сопротивление в Рубежном. Бои идут в самом городе. Сопротивляется и Попасная. Несмотря на оптимистичные заявления российской пропаганды, украинские силы держатся тут уже несколько недель. Появилось фото из Николаева, там разбомбили аэропорт. Еще в марте Николаевский аэропорт был зоной боев и на некоторое время даже переходил под контроль российской армии. Продолжаются бои за Мариуполь, но без значительных продвижений атакующих. Российская армия продолжает наносить ракетные удары по украинским городам. Но видео и фото результатов обстрелов, как обычно, поступают с сильной задержкой. Зато публикуется видео брошенной российской техники. Ее все еще очень много. Например, Россия потеряла 41 самоходку МСТА. Вот такую. У нас ще кукуруза не убрана. Зато убрали саушку. Каточок роз'ївся, гусля врепла, спустило колесо. Тепер буде дивіться, що було в саушці. В рот. Обратите внимание, даже игрушка валяется детская. Солдат украл из магазина, видимо, детскую игрушку. Вот если у тебя есть ребенок, то, во-первых, какого черта ты поперся убивать, а во-вторых, как можно подарить украденную, намародеренную детскую игрушку? Тем более, что велик шанс умереть самому. Солдаты, у которых есть семьи, ну подумайте вы своей головой. Какая будет польза семье от вашей смерти? Лучше бросьте воевать и лучше идите домой. Даже официальные лица уже не могут скрывать огромные российские потери. Правда, она прорывается. Вот посмотрите интервью Пескова Sky News. Well, but you've lost thousands of troops, yeah? Let's go through it. You've lost thousands of troops. How many troops have you lost? Yes, we have significant losses of troops, and it's a huge tragedy for us. Журналист спрашивает, вы потеряли тысячи человек. Песков отвечает, да, у нас significant, значительные потери. Огромная трагедия для нас, но вот во второй части предложения я уверен, что он врет. Никакая для него это не трагедия. А вот то, что признали значительные потери, это важно. Но сочувствие вообще к погибшим российским солдатам все меньше и меньше. Да его вообще уже не осталось. Вот какое может быть сочувствие после таких кадров? Это село Андреевка, Киевская область. Очередная трагедия, очередное военное преступление. Сколько еще таких населенных пунктов в зоне, которую оккупировали российские войска? А сколько погибших в Мариуполе? Очевидно, что там счет вообще идет на тысячи.
Украинская прокуратура заявила, что убиты по меньшей мере 169 детей и более 300 получили ранения. Повреждены 928 школ и других учебных заведений, причем 84 разрушены полностью. В одном только Киеве пострадали от обстрелов 46 школ, 29 садов и 1 детский дом. Посмотрите вот на это фото. Это письмо 9-летнего ребенка своей погибшей матери. Его маму убили, когда их машину обстреляли российские солдаты. Семья пыталась выбраться из Гостомеля. Тут написано, что спасибо за лучшие 9 лет жизни. Огромное спасибо за детство. Ну и дальше, это просто невозможно читать. Конечно, весь мир не может равнодушно смотреть на эту огромную человеческую трагедию. Трагедию, у которой есть конкретные виновники. Европейский Союз увеличит военную помощь Украине еще на 500 миллионов евро. Всего будет 1,5 миллиарда. Канада выделит 397 миллионов долларов на военные расходы Украины. Урсула фон дер Ляйен и Жозеп Боррель вместе с другими политиками отправились прямо в Киев. Кроме того, фон дер Ляйен заявила, что оплата российского газа за рубли будет рассматриваться как попытка обойти санкции. Тем временем в Польшу уже прибыли первые бронемашины «Бушмастер» из Австралии. Очень важно, что есть и такие медицинские машины. Всего Украине поставят 20 броневиков на сумму в 38 миллионов долларов. В рамках войны это немного, но гораздо лучше, чем ничего. И США привели некоторую статистику военных поставок в Украину. Уже доставлены или будут отправлены 1400 стингеров, 5000 джавелинов и еще 7000 других противотанковых систем, 45 тысяч бронежилетов с касками и различные вспомогательные системы. Так что Байден не врал, когда заявлял, что они поставят по 10 гранатометов против каждого российского танка. Культовая группа Pink Floyd выпустила новую песню впервые за 30 лет. Это композиция в поддержку украинского народа. В ней использован вокал украинского музыканта Андрея Хлывнюка. Обязательно послушайте, песня называется «Эй, эй, вставай». А в Москве прошло отпевание Владимира Жириновского. Его провезли на лафете. Правда, почему-то не на настоящем, а на катафалке «Аурус Лафет». Долгожданная гонка на лафетах. И пусть Путин уже не станет первым, но может быть хотя бы вторым. Очень на это надеемся. Мы будем и дальше рассказывать вам о событиях войны и вокруг нее. Обязательно лайк поставьте этому видео, поделитесь в соцсетях. И уже завтра выйдет наша традиционная итоговая передача «Военное положение», где мы подведем итоги недели. Сегодня, как обычно, стрим в 19 часов, не пропустите. А напоследок видео Путина с Жириновским. Оно сильно отличается от того, что мы видим, как российские солдаты сейчас массово гибнут в Украине. Их тела никто не забирает. А вот так хоронят тех, кто был в том числе один из идеологов этой войны. Очень бы хотелось, чтобы кто посетил Жириновскую, сам Жириновский, чтобы они встретились, желательно в одном котле.